Это так называемый поселок Хрящи. Здесь раньше была больница, школа, милиция, а также завод туалетной бумаги, принадлежащей компании «Сократ», о которой в нашем фильме пойдет речь. Таким поселок стал летом 1995 года, когда население подверглось массовому заражению. Еще недавно процветавший районный центр в одночасье заполнился разлагающимися трупами людей, отравленных неизвестным веществом. Так, все были в панике. Болезнь. Все сдохли нахрен. Власть сменилась. Я боялся, что меня снимут. Но нет, не успели. Вот они меня сняли. Я сам уехал, они все агенты ЦРУ. В городе была проведена массовая эвакуация и ликвидация жилых домов и оставшихся в живых жителей поселка Хрящи. В связи с заражением поселка неизвестным отравляющим веществом мы проводим гуманитарную акцию, заключающуюся в уничтожении всех жителей этого поселка вместе с их жилищами. Каждый человек здесь подвергается жесткой обработке, невзирая на возраст, пол и политические убеждения. В очереди из больных стояли. Ни йод, ни бинты. Вот ничего не помогало, ничего. Я ничего не могла понять. Вот делаем сейчас пробу, как вирус поведет себя в ситуации турбулентности над огнем. Вирус развивается, спасения нет. Нет спасения. Газовая гангрена – самое малое, что может произойти с человеком. Когда началась эпидемия, я всех пытался лечить. Водой святой, иконами, крестами, ладаном, просфорками, святой водой, еще потом творогом, мясом, сметаной, рыбой. Ничего не помогало. И тогда я стала верить в Аллаха. Уехала к себе в Голицыно на дачу. Там теперь и живу, долго и счастливо, как говорилось в русских языческих сказках. Чистота русских лесов, просторы русских полей, широта русской души. Туалетная бумага «Сократ». Сделана с душой. Это целлюлозно-бумажный комбинат, принадлежащий компании «Сократ». Как видите, сейчас он заброшен. Это все, что от него осталось. Аппарат по накручиванию туалетной бумаги. Под руководством майора Лавашова градообразующее предприятие процветало. Директору прочили карьеру в ЦК. Такого изобилия туалетной бумаги в регионе не было никогда. Но Сергей Иванович проработал лишь до 1990 года. С перестройкой закончил свою работу и ЦБК «Луч». Директор был убит, а персонал распущен. Прилавки опустели. Подтираться было нечем. Использовали и газету, и бумагу, форматы А4, А5, А6, А1 даже, кто посильнее. Ну что, пользуешься газетой? Нет бумаги? Только молиться и остается. Сократ. Выбор богов. В 1992 году здание завода заняла новая компания, открытое акционерное общество «Сократ», вместе с директором Йоханом Ильвесом,
На открытии нового завода присутствовала вся местная элита – губернатор, начальник милиции, министр сельского хозяйства, предприниматели. Все верили, что Ильвес поднимет провинциальный бизнес и район разбогатеет. Я очень рад был новой компании. Сменился директор, пришел настоящий мужик, вот вроде меня. Вот, крутой, сильный, богатый, вот, вроде меня. Вот. В первый же день мне коробку мармелада подарил. Когда был осуществлен въезд компании «Сократ» на территорию нашей фабрики, стали происходить странные вещи. Вот видите, я даже оговорился, страшные. Появилось новое, непонятное оборудование. Это были какие-то космические зонды, пульты управления, антенны. Никто не понимал, что происходит. Но мы-то знали, что происходила тайная связь с космосом. Об этом говорят, в частности, документы, которые были оставлены и были мною найдены на территории нашего завода. Посмотрите, здесь, по-моему, все достаточно ясно и просто. Полные характеристики, размеры, направления, масштабы. Вот еще, пожалуйста, посмотрите. Это совсем уже странная вещь. Тут обозначены какие-то космические знаки, пересечения. Мы будем разбираться с этим. Но то, что непонятная космическая связь была, это факт. На момент 1989 года на ЦБК «Луч» работало 157 человек. После модернизации, произведенной компанией «Сократ», основную производственную функцию стали нести японские роботы новейшего поколения. Персоналу меньше, затрат меньше, государству выгоднее, больше налогов поступает в казну. Газета? Нет. Листики? Нет. Собрание сочинений Пушкина? Нет. Туалетная бумага Сократ. Дорога в будущее. Буквально в первый день фирма начала изготавливать новую туалетную бумагу, а через неделю в поселке начались первые заражения. После 100-го пациента я применила все методы воздействия, возможные в современной медицине. Ничего не помогало. Я позвонила главврачу, обмазала лицо йодом, поставила себе капельницу, обмотала себя бинтами. И таким образом мне удалось спастись и эмигрировать в соседнюю область. Между тем, заражения распространялись со страшной скоростью. Уже почти все хрящи были больны. Когда я занимался этим делом в 93-м году, был такой случай, что я зашел в магазин и увидел на полках только туалетная бумага «Сократ» и уксус. Ну, уксус я и сам потреблял, а вот туалетной бумаги, знаете, я стараюсь избегать. Все-таки я человек консервативный. Вот. Но я сразу понял, в чем дело. Вся проблема в туалетной бумаге. Но я получил ордер, сел на машину и приехал в Сократ, на завод.
так и не нашли. Была подключена целая команда следователей, я участвовал и из Москвы, и из Лондона, и из Петербурга. Но это все зря было. Нашли только их секретаршу, она убежала в соседний район. Но мне стала интересна личность самого директора компании Сократ Иванова. И я узнал, что, оказывается, он был эстонец. А до Эстонии было всего 2 километра отсюда. До Эстонии. Я знаю, что бывший губернатор ему помогал перебраться за границу. Вот он, наверное, в Эстонии сгинул. Да, я помог этому парню уехать сюда, говорит, сбежал. Куда он сбежал? Уехали мы, вот я тоже уехал в Дубай. Живу здесь, во как живу, а? 5 жен! Вера, Надежда. Сменил Веру я. После обыска образец туалетной бумаги был отправлен в научный центр в Москву. В средствах личной гигиены был обнаружен опасный вид бактерий, который убивал человека в течение 48 часов. Впоследствии туалетную бумагу признали биологическим оружием. Была собрана поисковая группа из солдат, ученых, сотрудников милиции и врачей. Все экземпляры были собраны и уничтожены. Итак, история о хрящинской туалетной бумаге остается загадкой. Кто знает, может через год или через 2 мы снова услышим о волках в овечьей шкуре, которые продают ничего не подозревающему народу опасные для жизни предметы, которые скрываются под личиной вроде безвредных повседневных продуктов. А пока что встретимся в следующий раз.